Здравствуйте, рыбы! У нас прогноз для вашего знака зодиака на первую половину октября. Давайте посмотрим, что у вас будет происходить в октябре с 1 по 15 представители знака зодиака рыбы. Мы посмотрим ваш настрой, ваши ожидания, что вообще у вас будет происходить. Также коснемся сферы любви, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Получим совет от Таро, от оракулов. Еще у нас будет маятник. Маятник ответит на ваш вопрос, да или нет. Рыбы, первая половина октября. Что у вас будет происходить в начале этих 15 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. В середине этих 15 дней. И в конце 15 дней. Так. Что у вас ждет в любви? Первая карта для тех, кто в отношениях или в браке. Вторая для тех, кто в поиске любви. И третья карта для тех, кто... Сейчас я подниму. Для тех, кто в ссоре, кто распался, что у вас? Работа, карьера, бизнес. Первая карта, у кого есть занятость. Вторая для тех, кто в поиске работы. Финансы. Начало 15 дней. И в конце 15 дней. Совет, предупреждение от Таро. На дне колоды у вас рыцарь пентаклей и восьмерка мечей. Рыцарь пентаклей может говорить о покупках. Это может быть связано с вашим домом. Конечно, здесь вот недвижимость нарисована. Может быть, кто-то будет искать участок земли, вкладываться, может быть, в земельные участки. Кто-то, может быть, будет покупать дом, квартиру. Но, скорее всего, это что-то недостроенное. То есть здесь еще нужно будет тратиться. Тратиться, может быть, на отделку, покупка мебели, бытовой техники. Кто-то будет, может быть, вот, из-за чего восьмерка, может быть, нужно передвигаться, вот зависимость, да, может быть, вы живете где-то за городом, это может быть вот тратиться на машину. Тут или покупка, или, может быть, на прокат взять. А кто-то может уехать на заработки. Может быть, там, где вы находитесь, вот тут колесница говорит о том, что может быть нахождение работы, но нужно куда-то уехать. Это может быть и командировка, а может быть, это новая работа. У кого-то здесь на пороге любовь. Кто-то, может быть, будет вкладываться в начало какого-то творческого проекта. Да, у вас здесь вот для тех, кто работает, ложится башня. Может быть, вы уйдете с одной работы, получите другую, но то ли работа связана с переездами, то ли вам нужно для того, чтобы эту работу начать работать, да, вам нужно будет куда-то уехать. Ну, как вариант. Так, давайте посмотрим еще. Сюрприз или неожиданность на Ленорман. Рыбки. Первая половина октября. Так, смотрите, здесь якорь, бросить якорь, дом и сад. Это может быть реально переезд. А сад может показывать другое общество, другое комьюнити, может быть. Может быть, кто-то здесь всей семьей куда-то уезжает. Получение разрешительных документов и переезд. Да, это может быть договор покупки, продажи. А вот что такое ограничение, если вы, например, планировали переезд куда-то далеко,
дом, влюбленные, куда-то вот далеко, то, может быть, разрешение-то вы получите, а может быть, поехать пока не сможете. Или здесь договор-то будет, но будут какие-то ограничения. Знаете, может быть, ждать придется что-то. Хотя восьмерка мечей и для тех, кто в отношениях в браке, восьмерка кубков, это, я говорю, уезд куда-то. Оставить-то что позади себя? Старое место жительства, друзей, родственников и куда-то отправиться. Также здесь может быть настрой ваш получить наконец-то работу. Вы ее получаете. Но опять она вот связана, как и рыцарь, да, может быть связана с командировками. То есть это какая-то, может быть, логистическая компания. Или, может быть, это такси. Здесь очень много передвижений. Или реально надо уезжать. Потому что вот там, где вы находитесь, может быть, нет вообще никаких предложений. Кто-то здесь точно покупает машину. Потому что восьмерка говорит о том, что вы ограничены. Вот, это не прихоть или роскошь, да, это необходимость. Может быть, вы на этой машине, например, будете зарабатывать. Вот здесь еще кто-то, может быть, обретает наконец-то свой дом. Сад может говорить, что вы то ли будете праздновать новоселье, или это объединение семьи, или, знаете, еще пригласить гостей, ну, может быть, отметить новоселье. Но у вас здесь восьмерка. Я не пойму про восьмерку. Так, давайте уточним для тех, кто в отношениях или в браке. Ведь восьмерка иногда говорит о разрыве отношений, когда человек разочаровался в партнере, вообще в любовных, семейных делах. Это уход из отношений. У кого-то здесь реально поездка. То есть нужно уехать одному или всей семьей. Это может быть поездка на заработки. Или вы оставляете позади себя, ну, например, вы молодые рыбки, да, вы с супругом там с детьми уезжаете, например, в другой город, в другую страну, оставляете друзей, родителей, да, вот, привычное, что-то такое, то, что вам дорого. Давайте уточним. Смерть. Тут кто-то уходит из отношений, а кто-то переезжает. Это полностью смена. Смена в ваших отношениях. Это может быть смена места жительства. То есть одна дверь закрылась, открываются какие-то новые возможности, открываются новые пути. Но это, скорее всего, я бы даже сказала, что это может быть другая страна. Это другое общество. Но вы тут получаете какое-то приглашение. Приглашение связано с чем? С переездом. Документы приходят, визы, там, не знаю, там, гражданство, если вы оформляли. Или это переезд с целью работы, получения работы где-то далеко, и вы уезжаете. Туз пентаклей. Смотрите, кто-то уходит из отношений или из брака из-за того, что у вас новые отношения. Но тут отношения по тузу пентаклей, да, это стабильные, надежные и на долгие-долгие, как говорится, года. Кто-то меняет недвижимость, покупка. Что тут? Ну, что-то еще вам тратиться придется. Покупка недвижимости, квартиры, дома. Но я тоже больше думаю, что это дом. А сад может говорить, что есть хороший участок земли. Может быть, даже реально там есть сад, может быть, дом еще не новый, а может быть, вам придется еще туда вкладываться, может быть, ремонт какой-то или что-то. Это бросить якорь на новом месте. Но это исполнение вашего желания, да. А у кого-то реально тут новая любовь. И это уход из одних отношений, может быть, даже из брака, потому что у вас появились новые отношения. Ну, вы смотрите по своей ситуации, да. Но все равно перспективы хорошие. Хорошо для тех, кто в поиске любви. Ну, для мужчин здесь может быть знакомство с представительницей воздушной стихии. Это у нас Близнецы, Весы, Водолей. Или женщина облачена какой-то властью, может быть, носит форму. Это может быть юрист, там, адвокат, судья, нотариус. Или, может быть, она там, не знаю, имеет отношение к полиции, к военным.
или женщина разведена или вдова. А для женщин карта может говорить, что вы сейчас себя позиционируете как королева мечей. Может быть, вы также были в разводе, или, может быть, вы вдова. Хочу уточнить эту карту для женщин. Так, пятерка жезлов. Тут или бороться с собой, вступать, не вступать в отношения, или здесь знакомство, но есть соперница. Не знаю, может быть, вы с подругой познакомитесь с кем-то, и вам понравится один мужчина. Тут или бороться, конкуренты есть, или бороться с собой, чтобы начать эти отношения. Потому что если вы себя позиционируете как королева мечей, то вы привыкли решать в своей жизни все за себя. Или вы реально, вот как я сказала, разведены, или вы вдова. Не надо здесь втянуться в любовный треугольник. Здесь попасть в любовный треугольник. Борьба-то будет, скорее всего, с соперницей. Вот эта карта может показывать, что вы в начале октября познакомитесь, примете решение вступать в новые отношения. Колесница — это опять же новые отношения, но еще колесница — это любовный треугольник. И восьмерка — это ограничение. То есть и чувства будут, и любовь будет, может быть, даже это служебный роман, но человек будет не свободен. Любовный треугольник. Давайте посмотрим перспективы у вас в этих отношениях, о которых вы еще даже не знаете. Но бороться вы будете, защищаться, защищать свою территорию, свою любовь. Здесь борьба, здесь борьба. Смотрите, рыбульки, да, как бы здесь не все так просто. Любовь будет, но вам придется бороться. Или это отбиваться. Вот опять у меня идет, что кто-то здесь будет бороться. Вот королева мечей — это может быть соперница. А кто-то реально давно, может быть, вы в разводе, или вы вдова. Здесь бороться с собой. Бороться с собой, чувствовать себя, может быть, в то же время чувствовать себя жертвой. Отбиваться от любви. Не знаю. Как бы по тузу кубков и по рыцарю пентаклей вообще отношения будут... Вот у меня восьмерочка выпала, она же не просто так. Это начало очень стабильных отношений. Они будут очень надежные, прочные. Да, может быть, человек будет трудоголик, но чувства-то сильные. Вот это создать идеальный дом, да? Может быть, жить одним домом. Десятка говорит, заканчивается одиночество. Чего уж вы так будете сопротивляться? Это, конечно, ваше дело. Но вот совет говорит, окунитесь в эти новые чувства. Ответьте на вот это предложение. Даже если вы уже давно находитесь в одиночестве. А для тех, кто поссорился или расстался, здесь ложится верховная жрица. Здесь какая-то тайна покрыта мраком. Или вы скрывали эти отношения, или отношения были тайные, или пока от вас закрывают информацию. Может быть, еще карта намекает, чтобы вы слушали свой внутренний голос, свою интуицию. Что он вам подсказывает, нужен вам этот человек или нет. А если связь была тайная, тут восьмерка мечей, ограничений, да, карта, может быть, говорит, подумайте, нужно вам втягиваться опять, мириться, все равно она так останется тайной. Пока вы находитесь в этих зависимых отношениях, вы пропустите своего партнера. А здесь совет карты говорит, что вы на пороге, может быть, новых отношений. Давайте я вам совет посмотрю. Для тех, кто расстался или поссорился. Совет. Совет на пороге новых отношений. Причем отношения будут очень сексуальные, страстные. Они будут очень бурно развиваться. Но здесь помимо желания, тут будет еще и влюбленность. Это может быть еще знакомство в поездке. Или человек приедет, может быть, в командировку или по делам. Командировка по делам, или вы в какую-то командировку по работе поедете.
И здесь новое начало. А какие-то отношения у вас как бы закончились. Хорошо, работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. Ну, башня говорит, что здесь перемена. Перемена работы. Или вы тут переезжаете, естественно, вы меняете работу. Кто-то может потерять работу. Тут, понимаете, вот два старших аркана, да, мы теряем одну работу, но получаем другую. По иерофанту это может быть или работа где-то за границей, то есть это другая страна, другая вера, другой язык. Или здесь найти работу в какой-то крупной корпорации, но там есть свои устои, которым вам придется следовать. Ну, давайте посмотрим, что вы тут сами меняете. Если переезжаете, то это понятно. Так, что у нас тут, кто работает? Ну, кто-то потеряет работу, тройка мечей говорит, а кто-то, может быть, реально вы переезжаете, но вам очень жалко оставлять эту работу, но у вас просто нет выхода. Ну, смотрите, по своей ситуации, все равно в любом случае здесь какие-то перемены. Вот для тех, кто в поиске, здесь вот иерофант может говорить, что вы стоите на карьерном распутье. Тут или будет нахождение работы, как я уже говорила, или здесь, может быть, будет еще для кого-то испытательный срок. То есть, может быть, вам нужно будет тут или еще чему-то обучаться, или встать кому-то под руку. А у кого-то, может быть, нахождение работы связано с IT-технологиями, может быть, что-то с интернетом. Также, если здесь будет выбор, карта говорит, не спешите с этим выбором. Может быть, с кем-то еще посоветуйтесь. Это может быть и родители, или какие-то консультанты. Но и в то же время и не затягивайте, а то можете упустить эту возможность. Финансы в начале октября, взвешивание, выбор. Но выбор здесь может быть связан с недвижимостью. Как я говорила, купить участок земли, или купить квартиру, или купить дом. Здесь вы будете взвешивать или свои возможности, или, может быть, искать какие-то скидки, может быть, не знаю, там, торговаться. Также это выбор, во что вложиться. Еще может двойка говорить о приработке. Может быть, есть официальная работа, но будет какая-то или временный заработок, или непостоянная работа. То есть есть шанс заработать. А вот в конце этих 15 дней здесь может неожиданная поездка. То есть поступает звонок, и вам нужно вот срываться куда-то в дорогу. То ли уезжать на заработки, то ли вам нужно будет в командировку неожиданно отправляться. Или здесь карта говорит о уходе с работы, но очень конфликтно. То есть это закроется денежный канал. Совет. Уделите внимание детям. Также карта может говорить, воспользуйтесь каким-то шансом или предложением. Но еще в принятии решений или в отношениях с кем-то пойдите на компромисс и воплотите в жизнь те проекты, над которыми вы какое-то время размышляли. То есть вот есть какие-то проекты, начало, что-то, может быть, связано с работой. Это, например, кто-то из рыб теряет работу. Тут, может быть, и фирма закроется, может быть, вы закроете свой бизнес, или, может быть, сократят вас. Ну, что-то произойдет неожиданно для вас. И это даст вам шанс воплотить вот какие-то ваши идеи, про вот этот вот туз, да, вот туз кубков, вот этот кубок, который держит здесь этот паж. Но паж, он не может его воплотить, потому что нет возможности, или нет времени, или вы работаете, ну, когда это, да, делать. А здесь вы можете это уже на этом заработать. Ну, вот какой-то проект. То, что принесет стабильность в ваш дом. Это может быть даже проект, связан с какими-то коммуникациями, общением. Может быть, кто-то откроет, например, канал на YouTube, будет вести блог. То есть эта работа может быть из дома. Хорошо, давайте получим для вас совет. Ну, а кому-то нужно решиться на новую любовь. Совет для рыб. Первая половина октября. Совет от Веканского оракула.
Так, это Мабон. Карта перевернута. Сейчас. Сознание нищего видит только потери, беспокойство и стресс в ситуации возможного процветания. Освободитесь от этих страхов путем принесения благодарности за то, что у вас есть прямо сейчас. И еще у нас совет от Оракула. Королева Луны, Рыбы, первая половина октября. Change — это перемены. Карта говорит: готовьтесь к переменам, к изменениям в вашей жизни. Времена года меняются, и жизнь наша тоже должна меняться. Но карта говорит: обязательно все спланируйте заранее. Ну, скорее всего, вы уже к этим переменам готовы. Это могут быть перемены и в месте вашего нахождения, в вашей личной жизни, а также в работе. Ну, давайте мы еще посмотрим, что нам скажет маятник для рыбок. Первая половина октября. Маятник, ответь, пожалуйста, рыбам на их вопрос: да или нет. На первую половину октября. Ну, я надеюсь, вы видите ответ «да», о чем бы вы ни спрашивали. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Благодарю вас за внимание. Всем хорошего.